Привет! Тема «Пражская дефенестрация» или «Пражские дефенестрации», так как я рассмотрю их несколько. Сразу скажу, дефенестрация – это акт выбрасывания кого-либо или чего-либо из окна. Чешский исторический политический феномен, событие, имевшее далеко идущие последствия. В истории Чехии было 3 инцидента, так называемые пражские дефенестрации, когда люди подвергались выбрасыванию из окна. В средние века и раннее новое время дефенестрация в целом не была редкостью. Акт внес в себе элементы линчевания, насилия, толпы в форме убийства и так далее. Первая пражская дефенестрация произошла в 1419 году, вторая в 1483 году, а третья в 1618 году. Первая и третья дефенестрации смогли спровоцировать длительные религиозные конфликты внутри Чехии. Гуситские войны – первая дефенестрация, и 30-летняя война – третья дефенестрация. В то время как вторая смогла установить религиозный мир в стране на 31 год. Религиозный мир, заключенный в Кутни-Горе, вторая дефенестрация. Пражская дефенестрация в 1419 году, первая дефенестрация, включала убийство 7 членов городского совета толпой чешских гуситов 30 июля 1419 года. Ян Жилицкий, чешский религиозный деятель, священник гусит, проповедник, политический деятель, возглавил шествие своих прихожан по улицам Праги и направился на Карлову площадь. Члены городского совета отказались обменять пленных гуситов. Во время шествия Жилицкого из окна ратуши был брошен камень, который якобы попал в него. Это привело толпу в ярость, и они ворвались в ратушу. Оказавшись в зале, группа расправилась с судьей, бургомистром и несколькими членами городского совета. Все они были убиты при падении, в общем, были выброшены в окно и погибли. Король Чехии Вацлав IV, услышав эту новость, был ошеломлен и вскоре скончался, предположительно от шока. Шествие стало результатом растущего недовольства направлением развития церкви и неравенством между крестьянами, церковными прелатами и дворянством. Это недовольство усилило влияние таких проповедников, например, как Ян Жилицкий, который под влиянием Джона Уиклифа считал состояние католической церкви порочным, коррумпированным. Такие проповедники призывали свои общины к действиям, включая взятие в руки оружия для борьбы с этими предполагаемыми нарушениями. Таким образом, первая дефенестрация стала поворотной точкой между разговорами и действиями, вылившимися в затяжные гуситские войны, которые продолжались до 1436 года. Эта вторая дефенестрация произошла 24 сентября 1483 года во время правления короля Владислава II Ягеллона. Он был королем Богемии, королем Моравии и Венгрии он стал только после смерти Матиаша Корвина в 1490 году. Именно тогда был совершен насильственный переворот, который способствовал ограничению правящей власти и предотвратил возобновление догуситских условий. 6 октября 1483 года 3 пражских муниципалитета подписали договор о единстве и совместных действиях, который привел к господству утраквизма. Затем развитие событий привело к религиозному примирению, заключенному в Кутни-Горе в 1485 году. Эта дефенестрация оказала значительное влияние на историю Европы и привела к 30-летней войне. В 1555 году Аугсбургский мир урегулировал религиозные споры в Священной Римской империи, закрепив принцип, позволяющий правителю определять религию своих подданных. Королевство Богемия с 1526 года управлялось королями Габсбургов, которые не навязывали свою католическую религию своим преимущественно протестантским подданным.
В 1609 году Рудольф II, император Священной Римской империи, король Богемии, расширил права протестантов. Его все чаще считали непригодным для управления страной, и другие члены династии Габсбургов в 1606 году провозгласили его младшего брата Матиаса главой семьи. Матиас начал постепенно отвоевывать территории у Рудольфа, начиная с Венгрии в 1609 году. Чтобы укрепить свою власть в Богемии, Рудольф издал грамоту Величества, которая предоставляла преимущественно протестантским сословиям Богемии право свободно исповедовать свою религию, по сути создавая протестантскую богемскую государственную церковь, контролируемую сословиями, в которой доминируют города и сельская знать. После смерти Рудольфа Матиас унаследовал власть Богемии и расширил свое предложение о дополнительных юридических и религиозных уступках Богемии, полагаясь в основном на советы своего канцлера епископа Клизелиуса. Конфликт был спровоцирован двумя факторами. Матиас, стареющий бездетный, сделал своего двоюродного брата Фердинанда II своим наследником и избрал его королем в 1617 году. Фердинанд был сторонником католической контрреформации и вряд ли был благосклонен к протестантизму или богемным свободам. Чешские протестанты выступали против королевского правительства, поскольку они интерпретировали грамоту Величества как распространяющуюся не только на земли, контролируемые дворянством или самоуправляющимися городами, но и на собственные земли короля. В то время как Матиас и Клизелиус были готовы удовлетворить эти требования, Фердинанд II не был. В 1618 году был отдан приказ о прекращении строительства некоторых протестантских часовен на королевской земле. Когда чешские сословия протестовали против этого приказа, Фердинанд II распустил их собрание. 23 мая 1618 года в Праге протестантские дворяне во главе с Вильямом и графом Турном выбросили имперских наместников Вильяма Славату из Хлума и Ярослава Борджету из Мартинец и их секретаря Филиппа Фабрициуса в ров из окна. Граф Турн сказал Вильяму и Ярославу: «Вы враги нас и нашей религии, хотели лишить нас нашей грамоты величества, ужасно досаждали протестантским подданным, пытались заставить их принять вашу религию против воли или изгнали их по этой причине». Затем, обращаясь к толпе протестантов, он продолжил: «Если бы мы оставили этих людей в живых, то потеряли бы букву величия и нашу религию, ибо не может быть никакой справедливости, которой можно было бы добиться от них или с их помощью». Вскоре после этого два имперских наместника и их секретарь были выброшены с окна, но они пережили падение. Сразу же после дефенестрации протестантские сословия и католические Габсбурги начали собирать союзников для войны. После смерти Матиаса в 1619 году Фердинанд II был избран императором Священной Римской империи. Богемские сословия свергли его с поста короля Богемии и заменили Фридрихом V. Протестанты не смогли заручиться международной поддержкой, в которой они нуждались для войны. Всего через 2 года после дефенестрации Фердинанд и католики восстановили власть после Белогорской битвы, которая произошла 8 ноября 1620 года. Это стало известно как первое сражение в 30-летней войне. В течение нескольких недель после битвы в Праге происходили грабежи, и не только. Несколько месяцев спустя 27 дворян и горожан были замучены и казнены на Староместской площади, 12 их голов были насажены на железные крюки и подвешены в качестве предупреждения. Это способствовало такому сильному негодованию, которое привело к 30-летней войне.